Всем привет! На связи Гроза Печенек, и в этом видео мы разберем, кто этот ваш Humankind. Если кто-то не хочет смотреть весь ролик полностью, тайм-коды будут в описании. Humankind бросает вызов популярной серии игр «Цивилизация» от Firaxis. Причем не какая-то ноунейм студия, а вполне серьезный конкурент в лице Amplitude Studios, опытная и поднаторевшая в создании пошаговых стратегий по вселенной Endless. По словам разработчиков, они давно мечтали выпустить игру про человеческую цивилизацию, но понимали, что им не хватает опыта для такого сложного и масштабного проекта, и только через 8 лет после основания студии они решили, что готовы. Но ближе к делу. Начнем с главного. Что нового привносит Humankind в жанр? Во-первых, здесь нет привычных всем стран и их лидеров. Лидером будете вы. А вместо конкретных стран идут культуры, которые существовали в реальной истории. Если говорить проще, никаких американцев в античности больше не будет. Во-вторых, здесь есть только один вид победы – очки славы. Наберете больше всех – одержите победу. Каждое важное событие, включая победы в войнах, научные открытия, строительство чудес света и прочее, будут приносить вам эти очки. Грубо говоря, все, что влияет на ход истории, в общем, и вашу цивилизацию в частности, будет приносить очки славы. Ну и в-третьих, игровое время будет поделено на 6 эпох. Древняя, античная, средневековая, ранее промышленная, промышленная и современная эры. На самом деле не совсем это главное, а то, что при переходе из одной эпохи вам предложат на выбор культуры уже новой эпохи. В чем фишка? Так авторы хотят показать, что на место старых культур приходят новые, как это и было в реальной истории. Но так как это игра, то древние египтяне могут стать римлянами, а потом вообще викингами, что немного, конечно, сюр. Но со сменой культуры вы получите уникальное здание и юнит для новой эпохи, что привносит гибкость в игровой процесс. Вот вам пример. Вы начали играть за народ с уклоном в науку. Но в конце эпохи понимаете, что вам не хватает армии, чтобы захватить соседа. Но не беда, вы просто берете в новой эпохе более воинственную культуру и захватываете соседа. Надеюсь, вы сейчас по достоинству оценили такую гибкость игры. Возможно, многим подобного не хватает в серии игр «Цивилизация» или других глобальных пошаговых стратегиях. Теперь пришла пора поговорить о прочих особенностях Humankind. Начнем с особенностей карты. В игре будут присутствовать природные чудеса света. Они приносят двойную пользу. Единожды при открытии с помощью разведки дают очки культуры, а при владении им вы получаете экономические выгоды. Какие именно, пока неизвестно. Сама же карта будет поделена на клетки, именуемые тайлами. И каждый тайл будет влиять друг на друга. От этого зависит, будет ли это равнина или проходимый пологий склон, или будет утес, на который невозможно взобраться. Также это будет влиять на войну и сами сражения. Теперь давайте о городах. Карта в игре будет разделена на округа. На один округ максимум один город. Так что если вы первым построите в округе город, то он весь ваш. Но это еще не все. Разработчики не уточняли, но из всего прочитанного и просмотренного мной, я понял, что нельзя будет клепать бездумную кучу городов, чтобы как можно большую площадь отхватить, так как они придумали возможность присоединить к своей империи соседние округа рядом с городом с помощью аванпостов. Они более дешевые, чем основать города, но более уязвимые, и их нужно тщательнее оберегать с помощью армии. В дальнейшем же аванпосты можно превратить в города за дополнительную плату. Но что еще интереснее, можно добавить его уже к существующему городу рядом, тем самым объединив два округа в один. И со слов разработчиков будет намного выгоднее делать именно так, создавая несколько мегаполисов с агломерациями, по типу Москвы с Московской областью. Так что теоретически ваши города могут расти бесконечно. Кстати, забыл рассказать о самих городах. Здесь, как и в других играх от Amplitude Studios, города разрастаются за счет постройки районов. Один район занимает один тайл на карте.
Жители могут обрабатывать клетки, граничащие с районами. Ну и напоследок, рукотворные чудеса света, которые в игре пока всего 8 штук, могут потребовать всей вашей производственной мощи нескольких городов одновременно. Так, у нас здесь осталась мелочь всякая. Насчет сражений и войн, кстати. К сожалению, о них информации пока мало. Но ловите то, что есть, и помните, что к релизу может все поменяться. О влиянии ландшафта я уже упоминал. Скажу лишь, что сражения будут пошаговые, в несколько ходов. Встречаются армии, начинается битва, разворачивается, и вам дается несколько ходов, а после она заканчивается. И вы считаете потери. Для тех, кто не вкурил, что-то типа мини-тактической игры, только прямо на карте. И ходы они не тратятся из стратегической части, то есть это все отдельно. Также, если вы принципиальный и не хотите брать новую культуру в новой эпохе, можете ее не брать. За это вы получите бонус к очкам славы. Но, напоминаю, у вас не будет в новой эпохе ни уникального здания, ни юнита. Также, если вы первым найдете высокую гору, длинную реку и подобное, то она получит название, исходя из культуры, за которую вы играете. Ну, к примеру, египтянин встретит длинную реку и назовут ее Нил. Ну, это так. Любители цивилизации поймут. Ну и последнее. В игре Humankind будет по 10 культур на одну эпоху. И нет, это не значит, что максимум 10 игроков. Вряд ли. Но в мультиплеере, кстати, максимум будет 8, насколько сейчас известно. Так вот, по 10 культур на одну эпоху. Итого получается 60. Как вы уже поняли, они имеют специализации. И исходя из нынешних данных, на момент монтажа этого ролика, известно о таких специализациях. Эстеты, торговцы, ученые, воины, аграрии, строители и завоеватели. И нет, не спрашивайте меня, чем отличаются завоеватели от воинов, я без понятия. Так что, надеюсь, я вот не зря старался, колупался, и вам понравился этот ролик. А чтобы я это точно понял, поставьте лайк этому видео и напишите комментарий. Как только выйдут новые дневники по игре, я обязательно выпущу ролик с новой информацией. Всем goodbye.